Всем привет! Это первое видео этого канала. Добро пожаловать! Я периодически буду бить эту лампу, и меня зовут Анна. Хорошее вступление. Мы будем говорить про танцы, потому что это все, о чем могу поговорить по версии моих родственников. Как начать танцевать, это, конечно, просто взять и пойти, или просто встать и в зеркало дома потанцевать. Но я немножко хотела раскрыть эту тему, потому что очень многие мои знакомые, друзья, они хотели пойти на танцы, но не сделали этого. Я стала для них мотивационным пинком и довела их прямо до студии. Некоторых я еще доведу, я знаю себя, я не остановлюсь. Очень многие люди сомневаются, стесняются и находят разные причины не идти. А я считаю, что танцы — это вообще такая классная вещь, она настолько меняет жизнь к лучшему, что обязательно надо идти туда, хотя бы попробовать. И, кстати, если попробовать и сразу не понравится, вот это моя история, то не бросать, потому что, возможно, это просто не ваш преподаватель, не ваш стиль, а танцы — это точно ваше. И вот я хотела помочь и объяснить, что это не страшно, что все будет хорошо. Танцы изменят вашу жизнь к лучшему. Танцы мне тоже помогли вообще, возможно, лучше понять себя. Для каких-то моих знакомых открыли глаза на меня. Я люблю удивлять людей и советую сделать это и вам. И, кстати, мои танцы можете посмотреть на моей инстаграм-странице. Я очень редко, но выставляю их. И немножко расскажу про мою странную историю, как я дошла до танцев, потому что еще 2 года назад я не знала, что я фанатка танцев. Это мне открылось просто озарение было. Вот, скажу про озарение. И про мой странный путь, который вообще не прямой, он очень кривой и косой. У меня было так, что я ходила на танцы, и мне не нравилось. То есть я ходила и была рада, когда это закончилось. У меня есть такая формула идеальных занятий, это когда мне нравится преподаватель, хореография и музыка. И вот когда в этом треугольнике нет хотя бы одного, ну, тогда вообще не было почти всех этих элементов, и это было просто ужасно. В какой-то момент случилась такая чудесная история. Я ехала в автобусе, наткнулась на видео Blackpink «Бум моя», и меня настолько это видео просто вдохновило. То есть мне настолько понравился клип, он такой яркий, красивый, все участницы были так классно одеты, так классно танцевали, и песня была очень клевая. И таким образом я увлеклась кей-попом. Еще, кроме этого, я увидела клип One Million Studio. Кто не знает, это очень известная южнокорейская студия танцев, и они очень популярны. Ну, кто не знает. У них был клип на песню Hand Clap, и мне настолько зашел этот клип, то есть там хореографы улыбались, танцевали. Я настолько вдохновилась атмосферой танцев, я поняла, что это настолько объединяет людей, причем тех, которые, возможно, бы никогда не познакомились, если бы не танцы. Я подумала, что я тоже хочу быть частью танцевального сообщества. Я наконец-то пошла в что-то похожее на One Million Studio. И, в принципе, у меня каждый день были тренировки, и было круто. У меня была очень клевая, интересная жизнь, которой положил конец ковид, конечно же. Были танцы онлайн, о которых я еще расскажу, потому что мне не понравился мой опыт танцев онлайн. Потом я поняла, так, все, я не могу жить без кей-попа. Мне очень надо пойти на кей-поп тренировку. И я пошла в другую студию, там были бесплатные пробные тренировки. Я не люблю вообще другие стили танцев, но кроме кей-попа, конечно. И решила все равно попробовать, потому что это бесплатно. Вот, да. Моя жадность взяла верх над моим разумом. И спасибо моей жадности, что я пошла на все тренировки. Это так надо минусы в плюсы, понимаете? Жадность — это хорошо. Благодаря жадности я дошла до очень многих стилей, до которых я, возможно, бы никогда не дошла. Я пошла, кстати, на хип-хоп. Это же преподавательница еще обучала high heels. Она сказала: оставайся на 2-й урок. Я еще подумала, типа, вот эти high heels, это что-то, это неприличное что-то. Я такой не буду танцевать. Но раз бесплатно, то можно хотя бы посмотреть, решила я. Вот, и, короче, я осталась просто посмотреть, чтобы решить, что мне точно это не надо. И это была любовь с первой тренировки. И в итоге мне настолько все понравилось, что мне пришлось взять неограниченный пакет. У меня было 16 часов тренировок в неделю. Для кого-то это мало, для кого-то много, но мне было отлично, если честно. Мы иногда не понимаем до конца стиль танца и уже готовы от него отречься, думаем, это не наше, это типа фу. А оказывается, это вообще не совсем то, что мы представляли, поэтому обязательно нужно пробовать самому, не слушать вообще чьи-то там отзывы, то есть идти на стиль и пробовать все самому. И даже не слушать иногда себя, когда ты говоришь: ой, это не мое. Оказывается, это вообще очень даже твое. То есть,
оно может тебе понравиться, поэтому да, однозначно надо пробовать все, что можно. Танцы на это и толкают, они заставляют тебя быть более открытым к новому опыту, каким-то новым экспериментам, потому что нереально быть в танцах и быть консервой, которая ходит только на один стиль, к этому преподавателю всю свою жизнь. Это нехорошо. Танцевать дома — это, конечно, круто, очень большой плюс, что не надо платить, и очень большой плюс, что не надо никуда ехать, выходить далеко из дома. Каждому свое. Я вообще против танцев дома. Я постоянно обо что-то бьюсь. Я себя не вижу вот в моем вот в таком зеркале. Некоторые спокойно учат дома, и это им не мешает. Но я все равно хочу сказать про плюсы занятий в зале. Вот. То есть, во-первых, преподаватель живой, он дает гораздо больше, чем любой преподаватель в туториале или где-нибудь еще, как минимум, потому что ему не совсем все равно, что вы делаете. Плюс заниматься в студии в том, что появляются новые знакомые друзья. Вот у меня точно появились и знакомые друзья, поэтому я могу сказать точно, что какие-то проекты, в том числе студийные концерты, какие-то съемки, это все благодаря вот этим знакомствам. Потому что если вы, как я, живете в Панцире и мало знаете, что происходит вокруг, это вообще спасение. Если бы я не узнавала из танцевальных чатов, что где-то какое-то мероприятие, пошли выступим, я бы все пропустила. Важный пункт — это вот эта вот здоровая конкуренция. Я заметила на своих онлайн-тренировках, я себя очень жалела, дома кто-то постоянно отвлекает. Но когда ты приходишь в зал, то ты видишь людей, которые тоже пришли после работы, учебы, они тоже уставшие, не ты один уставший. И ты понимаешь, что жалеть себя не надо. И плюс это всегда классно видеть, как танцуют другие, потому что ты можешь что-то взять у кого-то и использовать это в своем танце. Каждую хореографию все танцуют немножко по-своему. И иногда некоторые добавляют какие-то фишки, движения в хореографию, которые, не были задуманы хореографом. Или хореограф, наоборот, говорит, типа, вот здесь вы можете придумать что-то свое. И вот все в этот момент придумают что-то вообще разное, и ты можешь это подсмотреть. Это свой такой танцевальный запасик. Не лишайте себя возможности, все-таки дойдите до зала. Не надо танцевать только дома. Интересная тема. Некоторые люди боятся дойти до танцев, потому что все на них будут смотреть. Некоторые, кого я приводила почти добровольно на танцы, они забивались там в угол, говорили, только не смотрите на меня, я стесняюсь, не смотрите. Но самое смешное, что на них никто не хотел смотреть, потому что все на танцы приходят для себя любимых и хотят смотреть на себя любимых в зеркало. Вообще все равно, вот мне все равно, кто что делает. И им все равно, что я делаю. Все пришли для себя любимых. И это надо запомнить и понимать, что всем все равно, как ужасно, вот прямо ужасно. Но это, на ваш взгляд, вы можете так думать, что вы танцуете. Всем все равно. Это очень царская такая фишка, что все смотрят на меня, я стесняюсь, но на самом деле нет. Придется снять корону и поверить, что всем все равно, не надо забиваться в угол на тренировке, прятаться от преподавателя, там, за кем-то еще. Наоборот, надо идти в первые ряды. Вот вы только пришли и пошли в первый ряд, видите всего преподавателя, видите себя в зеркале. Не надо прятаться, это нехорошо. Некоторые прям ходят, они переживают из-за этого, говорят, только не трогайте меня, мне некомфортно. У меня тоже такое часто бывало. Мне вообще, в принципе, некомфортно часто заходить в какие-то помещения, особенно на первые уроки. Я всегда чувствую себя некомфортно. Вот. Но в какой-то момент я просто поняла, что окей, я себя чувствую, я призналась, что мне некомфортно в новых местах, с новыми людьми, и я ничего не могу с этим сделать, то есть просто надо принять, что да, мне некомфортно, но это нормально, и это пройдет. Вы пришли для развития, вы пришли учиться, вы же не стеснялись прийти в первый класс, что вы ничего не знаете. Вот так же и тут, то есть это нормально прийти и ничего не уметь, это нормально чувствовать себя бревно. Вот эта фраза, кстати, вообще, вот это то, что я бревно. На самом деле, это очень интересная фраза, потому что у меня такое бывает, когда иногда вот, если начинаешь думать о том, что кто-то на тебя смотрит, допустим, ты перед кем-то танцуешь, и ты настолько начинаешь зажиматься, что становишься просто бревном. Бревно — это в голове, это не в теле. Вот, так что сначала надо голову расслабить, мозг, если так можно сделать, но сильно не надо, конечно. Надо меньше думать и больше танцевать и делать, тогда все будет получаться.
Очень важно пробовать разные стили, ходить к разным преподавателям. То есть, если вы пришли, вам не зашел преподаватель, хореография, музыка, возможно, просто это не ваш преподаватель или не ваш стиль, поэтому нет смысла бросать из-за этого танцы. Это надо просто идти искать дальше. То есть, если вам не нравится один фильм, значит, что вам не нравится, в принципе, кинематограф, поэтому это также и с танцем. То, что нравится именно вам, вы точно сможете найти очень много вариантов, очень много стилей и очень много классных людей, преподавателей. Такой странный совет. Вот вы пришли на танцы и встаньте, пожалуйста, как можно ближе к преподавателю. Не повторяйте моих ошибок. Я очень часто танцевала в задних рядах каких-то, и там было ничего не видно. Не видела, например, что там тренер делает ногой, и пока я пыталась разобраться, что произошло с ногой, уже пошли дальше все, а я все еще головой застряла на том движении. Как, знаете, в аудировании. Вот ты потерялся на каком-то вопросе, и ты потерял все аудирование. Вот так было у меня. В какой-то момент я стала лучше запоминать. Думаю, как я так лучше запоминаю? И вдруг до меня дошло, что я просто вижу целиком преподавателя, я вижу себя в зеркале. Я сделала вывод, что реально, когда я стою в задних рядах, плохо вижу преподавателя или себя, результаты были абсолютно разные. Поэтому вставайте так, чтобы вам было все видно. Иначе будете, как я, долго понимать, почему не получается. А все очевидно. Также такой совет, как быстрее запоминать хореографию. Я замечаю, что когда я смотрю на преподавателя только, повторяю, у меня, видимо, мозг настолько рассчитывает на преподавателя, что он не запоминает движение. И я поняла в какой-то момент, что я должна смотреть на преподавателя, но сразу, как только вот он объяснил движение, я должна смотреть на себя в зеркало и повторять. Тогда мозг пытается самостоятельно это сделать и запомнить. Очень хороший совет — снимать видосы с самого начала. Многие хореографии, они просто забываются, они исчезают, потому что у тебя просто нет видео. И ты даже не знаешь, что ты там делал. Не стесняйтесь, ставьте телефон, снимайте как можно больше себя. Потом, через какое-то время, сначала вы это не увидите, вы увидите потом, что прогресс реально есть. И особенно, когда ты только начинаешь танцевать, прогресс, он более заметный, чем когда ты уже танцуешь какое-то время, ты потом его даже не видишь. Его потом видят, по-моему, только остальные. Еще такой совет, довольно циничный, потому что я ему не следую, но я все равно его посоветую. Называется «Не сравнивать себя с другими». У каждого свой путь. Кто-то там, я не знаю, в танцах уже 10 лет, и нет смысла просто себя с ним сравнивать, потому что у него просто было больше практики. Еще такой важный совет, что ошибки — это нормально. Это норма, это тоже показатель вашего пути, что вы хотя бы дошли до танцев. Раз вы уже ошибаетесь, вы точно дошли до танцев и тренировок. Это очень хороший сигнал. Понимаю, что ошибки — это, особенно на сцене, это вообще не круто. Но, в принципе, в этом нет ничего страшного. Даже ошибиться в прямом эфире на танцах, да, может и такое быть. А может быть, наоборот, ты выделился среди серой массы тех, кто не ошибся. Тоже неплохо, правда? Так что не бойтесь ошибок, они точно будут, поэтому просто надо смириться, да, и этого не избежать, это часть обучения, любого обучения. Надо просто сказать, что да, в следующий раз будет без ошибки, в следующий раз будет круто. Так что просто надо принять как норму. Или смиритесь с ошибками, будете ошибаться. Ладно, я шучу, все будет хорошо. В танцах очень важна регулярность, поэтому, да, то есть если ходить раз в месяц и потом еще раз в 2 года, да, прогресс будет, но очень медленный. Допустим, вы идете на кухню заваривать чай, можно протанцевать свой поход до чайника. То есть не надо ограничивать себя только тем, что вы потанцуете в зале или в клубе. Наоборот, танцевать надо везде, и очень часто это происходит в магазине, потому что там музыка. То есть танец — это стиль жизни, он меняет жизнь к лучшему на 100%, на 99,9%, потому что все равно есть какие-то травмы, но это уже зависит от тебя самого, насколько ты умеешь вообще рассчитывать свои силы. Я, например, не очень умею, судя по всему. Очень хороший мотивационный пинок. Я понимаю, что сейчас можно сказать, что танцы — это дорого, я схожу потом, но потом станет еще дороже, поверьте, они постоянно дорожают, поэтому лучше пойти сейчас. Если идти прямо сейчас, они точно не станут дешевле. И такой секретный, но очень важный совет — это правильно подбирайте одежду. В танцах очень важно то, в чем вы танцуете. От этого будет зависеть то, как вы себя чувствуете, уверены или нет. Например, если вы пойдете на хип-хоп, то лучше надевайте какую-нибудь мешковатую, свободную одежду, потому что если вы пойдете в леггинсах, то, скорее всего, вы будете чувствовать себя не очень комфортно. Одежда может сделать танец более красивым и, возможно, подчеркнет какие-то движения. Обязательно продумайте, какая у вас хореография, музыка, чтобы это все соответствовало.
присутствовала. И вот, например, в выступлениях я всегда стараюсь хоть как-то выделиться. Например, очень хорошо на сцене выглядит красный цвет, по моему мнению. Любому на вас обратят внимание. Всегда продумайте наперед эти моменты. Это вам, правда, очень-очень поможет. Я хочу поблагодарить торжественно вместе с моей любимой лампой. Я хочу поблагодарить всех, кто досидел до конца видео. Вы очень терпеливые, вы молодцы. Хочу сказать, что у вас все получится. Творческих вам успехов. И кто не дошел до танцев, я желаю вам дойти до танцев, потому что ваша жизнь точно на 100% изменится к лучшему. Обязательно, пожалуйста, пишите в комментариях свои истории про то, как вы дошли до танцев, или, например, почему вы до сих пор не дошли, или вообще про то, как вы увлеклись кей-попом. И надеюсь, до новых встреч. Пока!